Привет, это Навальный. Ой, а что это за машина такая красивая на фотографии? Давайте-ка приблизим. Вау, да это Tesla Model X. Знаменитый автомобиль, созданный Илоном Маском. Автомобиль будущего, прямиком к нам в Москву из Силиконовой долины. Классная машина, да? Но дорогая, стоит около 10 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Могу поспорить, увы, что мало кто из зрителей может позволить себе такую. Но кто-то может. Давайте-ка взглянем на счастливчика поближе. Где-то я уже видел эти усы. Где-то точно видел. Козлы нахуй. Шалопай, тройки, четверки. Ядерное разоружение – это такое... Батюшки, это же Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Но в декларации у него Теслы нет. Ну, может быть, он просто рядом решил постоять, рассмотреть машину. Красивая машина, захотел рассмотреть. Не верю. Отказываюсь верить, что у Пескова есть незадекларированный автомобиль за 10 миллионов рублей. Нет. Вот же он явно за рулем. Он им пользуется, а значит, по закону должен декларировать. На всякий случай перепроверяем декларацию. Так, автомобили есть. Вот еще 4 автомобиля жены. Но где же Тесла? Нет Теслы. Я ранен в самое сердце. И это отличный повод рассказать вам историю, за которой мы в ФБК давно следим. Грустная история на самом деле. О том, что у вас нет никаких перспектив в современной России. Да-да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Учитесь усердно. Угробили пару лет на поступление в ВУЗ? Старайтесь получать пятерки, чтобы сохранить стипендию. Или даже вы совмещаете работу и учебу? Извините, вы это зря. Может быть, вы работаете в офисе с утра до ночи, стараетесь, вкалываете? Тоже зря. Лучше бы пошли домой, потому что современная Россия, она не для вас построена. Возможности, деньги, высокий уровень жизни – это все, скорее всего, пройдет мимо, вне зависимости от приложенных усилий. В современной России совершенно другие правила, и успех в ней ждет не таких, как вы, а таких, как владелец этого автомобиля Tesla. Давайте с ним уже познакомимся. Это Николай Дмитриевич Чоулз. Что за иностранец такой, причем здесь Песков, спросите вы? Объясняю. Николай Дмитриевич – родной сын Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Путина был женат трижды. Его третью жену вы прекрасно знаете, это Татьяна Навка. До Навки у Пескова была другая жена, мама хорошо всем известного эксперта по судопроизводству Лизы Песковой. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. А до этой жены была еще одна, Анастасия Буденная. У них есть общий ребенок, Николай. Так вот, ему Тесла и принадлежит. У Николая другая фамилия – Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где оставался более 10 лет. В Россию он вернулся относительно недавно, году в 11-12, вот примерно тогда, когда его папа предложил размазывать печень протестующих на Болотной по асфальту. Очевидно, Коля подумал, ну раз в России размазывают печень недовольных, то это страна отличных возможностей. Именно на него оформлена машина, которой пользуется папа в обход законов о декларировании. Но наша история все равно про Николая. Он даже интереснее, чем его папа. Он пример того, как в России, где 5-й год подряд падают доходы населения, где 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие на самом высоком уровне и при этом ничего не делать. А если и делать, то сидя на шее у налогоплательщиков. Николай Дмитриевич Чоулз не мог не привлечь внимание ФБК. Мы его заметили еще несколько лет назад, когда писали о свадебном путешествии Пескова и Навки на самой дорогой парусной яхте в мире. Наблюдать за ним было легко, там даже расследовать особенно ничего не нужно. Чтобы все понять, достаточно просто внимательно изучить его социальные сети. Он пользуется только лучшими автомобилями. Это не только известная нам Tesla. Сам Николай ездит на новом Range Rover, патриотично обвязывая зеркало георгиевской ленточкой. Такой стоит примерно 9 миллионов рублей. А вот мы видим в его автопарке Ferrari. А вот еще Мерседес, мотоцикл, Харли Дэвидсон, конечно же. Он летает частными самолетами. Когда не частными, то и первым классом.
Но иногда и бизнес-классом тоже, видимо, в плохие, неудачные дни, такие бывают у всех. Тусуется, развлекается, путешествует. Правда, из судебного решения мы видим, что он почему-то отказывается платить алименты своему ребенку. Но это ладно, мелочи, замотался в круговерте светской жизни и забыл. Бывает. Хобби у сына Пескова, как у английского аристократа. Конный спорт. Его соцсети буквально завалены фотографиями с лошадьми, потому что, по большому счету, кроме этого, он ничего больше не делает. Недвижимость у такого человека тоже солидная. В его стопроцентной собственности мы видим квартиру 110 метров в центре Москвы. Такая стоит примерно 25-30 миллионов рублей. Вид из окон просто классный. Кроме этого, он и на Рублевке квартиру себе прикупил за 7 миллионов. Правда, в этом году уже успел ее продать. Человек берет от жизни все. Москва у его ног, столица покорена, и он живет как хочет и делает, что хочет. И если у Николая есть Range Rover, Mercedes или Ferrari, он не стесняется. Он нажимает эту педаль в пол, а не плетется за пенсионерами. За последние 14 месяцев у Николая Чолза, я делаю эту паузу специально, 116 штрафов за превышение скорости и другие нарушения. 116, понимаете? У знаменитой Мары Багдасарян примерно столько же, но за ней гоняются все правоохранительные органы. Ее сажают, за ее перипетиями следит вся страна. Она пример ужасной, развращенной золотой молодежи, которой богатые папочки накупили дорогих машин. А у сына Пескова все хорошо. Ни прокуратуру, ни СК, ни ГИБДД он не интересует. Николаю можно, он хозяин этой жизни. Теперь давайте остановимся и включим адвоката дьявола. Ну да, он сын Пескова, но ведь взрослый человек. Вполне мог заработать на такой образ жизни. Да ведь он жил в Великобритании. Может быть, он получил лучшее образование в каком-нибудь Итоне, а потом в Оксфорде или Кембридже. Может быть, он сколотил свое состояние за рубежом и вернулся в Россию, к нам, чтобы приносить пользу родине. Почему это мы вдруг решили, что он паразит, если он может быть классный профессионал и успешный человек? Но это ведь просто неприлично тогда цепляться к любому ребенку-чиновнику просто потому, что мы нашли у нее Феррари. Ролики сразу снимать. Популизм. Важный вопрос, действительно. И с ним мы обратились к первоисточникам. Там, в Англии, перешерстили всякие бизнес-реестры, списки выпускников престижных вузов, искали везде. Но нашли почему-то только одно упоминание. И не из Оксфордской библиотеки, а из суда и тюрьмы города Питерборо, графства Кембриджшир. Мы сначала, конечно, не поверили, как же так? Может быть, это недоразумение какое-то, но британские суды хранят подробные расшифровки всех слушаний, и мы заказали такую расшифровку, чтобы в ней подробнее разобраться. В стенограмме заседания написано, что в 2009 году отпрыск Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного Макдональдса, отнял у него деньги и избил. А за несколько месяцев до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон. Из характеристики от адвоката мы узнаем, что Николай не имеет даже среднего образования и крайне склонен к насилию. Сроки по двум делам суммировали, и Николай Чолз провел в тюрьме более года. Сомнений в том, что это тот же самый Николай Чолз, нет. Во-первых, очень редкое сочетание русского имени и английской фамилии, а во-вторых, совпадает возраст. Понятное дело, что с такой криминальной историей, без опыта работы, без образования у Николая в Великобритании перспектив было мало. Зато знаете, где их было много? Конечно, в России. Ведь его папа пресс-секретарь не королевы Великобритании, а президента России. И как видите, в России все получилось. Здесь он живет жизнью миллионера, ни капли не стесняется этого и размещает свои фотографии в социальных сетях. Такой образ жизни стоит очень дорого. Теперь позовем адвоката дьявола во второй раз. И он нам скажет, ну стойте, тут-то все уже понятно. Чувак приехал в Россию, организовал бизнес, выиграл пару господрядов, а может быть папа устроил его на должность в Госбанк. Отсюда и деньги. Что, мы мало знаем таких историй? Ну ладно, давайте тогда искать, где он работает в России. Откуда деньги на Range Rover, Tesla, квартиры и все остальное. Бизнеса у него никакого нет, зато есть вот что. Узнаете логотип на микрофоне? Николая взяли на работу в Russia Today. Англоязычный пропагандистский канал, существующий на наши с вами бюджетные деньги. То есть мы с вами платили только что отсидевшему молодому человеку без среднего образования минимум 100 тысяч рублей в месяц. Зачем мы с вами это делали?
Затем, что это сын Пескова. Несмотря на то, что Николай на своем фейсбуке сам утверждает, что до сих пор работает на Russia Today, это не так. Его сюжеты выходили там всего пару месяцев, и на канале он задержался недолго. После 2012 года ни одного видео. Там же на Фейсбуке мы видим, что Чоулз называет себя креативным директором в компании Fight Nights. Они организовывают бои, различные шоу и соревнования. У нас это не вызывает никакого удивления. Он действительно может там работать хоть креативным директором, хоть властелином боев, хоть повелителем ринга, кем хочет. Ведь все это действо спонсируется другом Пескова, бизнесменом Зией Магомедовым. Тем самым Зией Магомедовым, который, как мы утверждали еще 2 года назад, оплатил медовый месяц Пескова и Навке на самой большой и шикарной парусной яхте в мире Мальтиз Фалькон. Ну то есть папа банально попросил друга устроить сына на работу и платить ему зарплату. Ну только одна небольшая проблема. Папа ведь чиновник, а такие одолжения от бизнесмена чиновнику сильно похожи на взятку. Но, конечно, это сущие копейки по сравнению с арендой яхты за 26 миллионов рублей в неделю. Вот, кстати, и сам Песков на одном из матчей Fight Nights, видимо, пришел посмотреть на успехи сына креативного директора. Но на самом деле и в фирме друга папы Николай долго не задержался. С 2015 года он не работает нигде. И мы тут уже просто не выдержали и позвонили ему самому и спросили: ну, чувак, ты где-то работаешь, признавайся. И он честно нам сказал: ребята, я нигде не работаю. То есть вы являетесь безработным, правильно я понимаю сейчас? Да, из-за этого я пока не работаю. Ну да, нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке, рейндж-роверы, Феррари, Теслы, часы, путешествия, целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы с вами знаем, как называется эта профессия. Она называется сын папы коррупционера. В России это практически госдолжность, скоро уже включат в тарифную сетку и пенсию начнут назначать. Вот почему я и начал с того, что эта история не о сыне Пескова, а о том, что перспектив у вас нет. Наша страна приспособлена для таких, как Николай Чоулз. Вы вот задайте сами себе сейчас вопрос. Сколько займет времени у вас заработать на такое же, даже если у вас отличное образование и куча нужного опыта. Даже если вы очень-очень стараетесь, извините, но скорее всего вы никогда не заработаете на это. Нет в нашей стране социального лифта, который учтет ваше образование и трудолюбие, а потом поднимет вас на этаж, где живут состоятельные люди. А уж та часть, где такие, как Николай, обитают, она вообще закрыта на ключ. От вас. Вот такая история. Если хотите, терпите. Скажите себе, что так оно и надо. И что ничего изменить нельзя. Я человек маленький и покорный. Буду просто сидеть и смотреть, как мимо меня мчится сын Пескова на своей красивой Феррари, а за ним его папа на не менее красивой Тесле. А если не хотите терпеть, то действуйте. Ставьте прямо сейчас подпись за кандидата, у которого в программе есть статья о борьбе с незаконным обогащением. Я стану президентом. И сам Песков, и его сын, и все подобные деятели будут должны отчитаться, где они взяли деньги на такую красивую жизнь. А если у них объяснений нет, то я отправлю их на скамью подсудимых, а потом и в тюрьму. Голосуйте за Путина, и все с коррупцией останется как есть. В том числе часы Пескова за 37 миллионов, отдых на яхте за 26 миллионов и дом за миллиард. Голосуйте за меня, и я быстро исправлю эту ситуацию. Но только для того, чтобы попасть на выборы. Понятное дело, Путин пускать меня не хочет. Но это господин оседлал очень модную тему борьбы с коррупцией. Повторяю еще раз, для того, чтобы бороться с коррупцией, прежде всего самому нужно быть кристально честным. Мне нужна ваша поддержка, и сейчас в первую очередь ваша подпись. Внизу ссылка. Если вы уже оставили подпись за меня, то приведите еще пару человек. Ну и второе действие, которое можно сделать, просто не вставая со стула прямо сейчас. Распространяйте. Это в нормальной стране про сына Пескова бы уже трубили газеты и телевидение, а у нас вот этот ролик будет единственным источником информации. А ведь так хочется, согласитесь, чтобы каждый раз на прямой линии Путина народ смотрел на эту усатую физиономию рядом и вспоминал яхты и Теслы. А когда Путин хоть заикнется о борьбе с коррупцией, все сразу бы выключали телевизор и говорили: за этих лицемеров и лжецов мы больше не проголосуем никогда. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.